Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о роке, о рок-культуре, рок-музыке Новосибирской. У нас в гостях очень яркий представитель рок-мира. Это Алексей Баганов, лидер группы «Великорус», играющий тяжелую, очень экспрессивную, интенсивную музыку. Алексей, рок есть у нас в Новосибирске? Или он жив, или уже мертв? Ну, скажем, он еще не мертв, но он еще копошится, двигается, пытается что-то делать. Прежде всего, это связано с тем, что пришло новое поколение рокеров. Старые, скажем, кто-то пропадает, кто-то все-таки еще живой, но, тем не менее, грустновато бывает иногда. Вот я сам в свое время, как и многие, увлекался рок-музыкой, и сейчас встречаю своих коллег, да, по музыкальному цеху, бывших коллег, и с большим сожалением на них смотрю, что это люди, которые, обладая огромным творческим потенциалом, себя не реализовали. У многих из них проблемы и с алкоголем, и с наркотиками. Как вы думаете, почему? Вот в чем причина такой нереализованности? Уж большая невостребованность рок-музыки? Ну, прежде всего, они начали вести такой образ жизни, потому что они, скажем, поверили этой не совсем правильной идеологии, то есть, что рокер, он должен быть именно вот, вести такой образ жизни, разрушающий. Вот. Возможно, скажем, наркотики, алкоголь и девочки, они привели к определенному формированию определенных стилей, скажем. Но, по большому счету, если вот, то я общался с, скажем, мэтрами рока, зарубежного, русского, всякого разного. Многие из них, я бы сказал, большинство, они вполне нормальные люди. То есть, которые имеют семьи, детей, они делают то, что они хотят, то, что они любят, получают за это деньги, и они счастливы. Вот. А у нас, прежде всего, нет инфраструктуры в России. То есть, до сих пор. Она живет, эта инфраструктура, на уровне андеграунда, не больше. Мода у нас идет, скажем, на более легкие стили. Подавляющее большинство слушает шансон, вот, R&B, все в этом духе. Вот. И, собственно говоря, самое главное, мало публики, которая вот это все воспринимает. Скажем так, есть публика, которая ходит на концерты, принимает какое-то активное участие, их очень мало. А есть пассивная аудитория, которая вроде слушает это, им нравится, но они никуда не ходят, потому что считают, что если они придут в клуб, они там ничего хорошего не увидят. То есть они не верят в российскую музыку. Собственно говоря, наверное, по большому счету правильно. Потому что у нас есть хорошие группы, я не спорю. То есть в каждом городе есть топовые, лидирующие, качественные группы. Вот. Просто они, возможно, вот эти люди, которые слушают, они не слышали об этих группах, по большому счету. Потому что масс-медиа не пропускает, дерет за это огромные деньги, чтобы себя прорекламировать, допустим, да, не поддерживает. То есть государство вообще не участвует в этом. Они не считают это как какое-то ответвление от культуры, скажем так. Просто вот хулиганы что-то там развлекаются, скажем. Грустно это. То есть вот, например, в прошлый раз я вот как-то говорил, что в Финляндии, например, есть законопроект, что вот если появляется группа, то выделяют финансирование, они развиваются со временем, то есть государство вкладывает. Вероятно, группа потом, когда начинает зарабатывать, она как-то отдает государству, но это уже не важно. Многие страны вообще считают важной экспортной статьей продажу рок-музыки как бренда, как товара, который приносит огромные деньги. Я вам расскажу маленькую, очень смешную историю. Вот в прошлом году я был на крупнейшем металлическом фестивале мира в Германии, в Вакен. Вот. И там была забавная история в Новосибирске в консульстве, когда я получал шенгенскую визу именно туда. Меня спрашивают, что вы там будете делать? Я говорю, я еду на фестиваль и показываю билет. И вы не поверите, вот там девушки сидели не наши русские, а немки привезенные. Она как увидела этот билет, он говорит, Вакен, ох, это же Вакен. Сразу прибежало еще несколько девчонок, они начали обсуждать. То есть настолько у них знаменитое мероприятие, настолько оно притягательное со всего мира. То есть вот Германия является самым, чуть ли не крупнейшим экспортером тяжелой музыки. Вот. К сожалению, Россия у нас находится, далеко позади, далеко. Вот. Хотя у нас со временем, вот сейчас вот если посмотреть, у нас реально группы выходят на такой мировой уровень. То есть они хорошо играют, хорошо записываются, ездят в Европу, записываются. Вот. И некоторые группы даже пытаются делать туры.
то есть ездят по Европе. Но, знаете, нас там воспринимают как русский цирк приехал. То есть, собственно говоря, то есть все видят, что, ну, некоторые есть, скажем, талантливые, а некоторые пародируют. И, как правило, талантливые, они ничего... Потому что они на неком эпатаже выходят. Да, да. И вот эти группы, которые талантливые, они, как правило, почему-то не ездят. Очень странно. То есть они вот сидят у себя в глубинке и все, и не двигаются. Видимо, природная скромность. У нас нет инфраструктуры, группа просто не понимает, что для того, чтобы быть знаменитым, надо, вот, я не знаю, жить в дороге. Просто жить и жить в дороге. Они вот хотят сидеть вот здесь в Новосибирске и быть знаменитыми. Это работа, нужно двигаться. А еще проблема, они сидят, ждут такого богатенького дяденьки и продюсера. Вот это прям, это вообще ошибка. Надо же доказать, что ты стоишь чего-то, что ты, извините, можешь на концерт там 500 человек, допустим, привлечь. Ну вот опять же, к разговору о продюсерах. Я относительно недавно посетил мероприятие, где и ваша группа «Великорус» участвовала. И меня действительно поразил во многократно возросший уровень игры наших музыкантов. Причем, что самое приятное, что это не просто группы, где музыканты вышли в каких-то маечках, вот в чем они ходят дома, скажем, да, они вышли на сцену. Это группы с четко сложившейся концепцией, визуальной в частности, это и продуманный имидж каждого участника, и некая форма идеологии поведения, опять же. Вот в этом плане ваша группа мне очень нравится тем, что есть идея. Вот какова идея? Что питает сейчас нашего современного рокера? Вот что питает этот бунтарский дух? Что питает? Ну вот, понимаете... Ну, кроме ожидания продюсера, который придет и за все заплатит. Скажем так, вот вы сказали про бунтарский дух, вот сейчас немного все поменялось. Это вот раньше было, что рок это вот что-то такое совершенно сногсшибательное, оно должно поразить, удивить. Тогда был действительно бунтарский дух. Даже ты можешь играть легкий рок, но если у тебя в текстах что-то такое, все, это ужас. Вот, стоит только почитать историю, посмотреть историю, там, не знаю, ДДТ, там, еще каких-то групп подобных. А сейчас все по-другому. Люди, когда пишут музыку, они пытаются прежде всего, это, ну, одни люди пытаются это как вот произведение искусства создать, да, тяжелое, скажем, какое-то такое, но произведение искусства, да. Другие просто развлекаются, пишут какую-то, как говорят, угарную, забойную музыку, да, и с друзьями веселятся под нее, скажем так, да. Но по большому счету они продвигают свое творчество, стараются. Тут уже не до бунтарства. Есть некоторые эпатажные личности, которые там эксплуатируют понятие, там, допустим, сатанизма, там, еще каких-то таких совершенно сногсшибательных вещей, да, там, пытаются пропиариться, да. Но это глупость. То есть, ну, как бы они поиграются и бросают это дело. Вот. Ну, иногда смотрится это эффектно, да. Ну, особенно если не знать подробности и детали, и как это, для чего это делается. Вот я знаю, что вы, опять же, продвигаетесь, да, как и многие наши музыканты. Слышал, что и клип сейчас. Что за клип? Где можно посмотреть? Где вообще можно посмотреть клипы наших новосибирских музыкантов, играющих тяжелую музыку? Посмотреть можно, как ни странно, уже в нашумевшей социальной сети ВКонтакте. Это практически все, что угодно можно найти. У некоторых, скажем, музыкантов есть собственные сайты. Ну, такие уважающие себя музыканты. Они имеют и сайты, и социальные сети, и, не знаю, ютубы. Ютуб, в смысле, и, ну, везде. То есть стоит только ввести в гугле название группы Новосибирск, или просто Новосибирский рок, допустим. В Википедии есть отдел, посвященный этому. Вот. То, что касается нашего клипа, то мы уже, скажем, не первый клип снимаем. Вот мы сейчас буквально вот вернулись недавно из Шерегеша, ездили буквально в горы, на гору Мустаг. Вот, в горы тащили все оборудование и прямо там вот снимали клип. То есть у нас там песня с такой северной тематикой, воинственной. Вот. И я думаю, что это будет такой сногсшибательный клип, как, собственно говоря, предыдущий, который был в похожей тематике. Вот, кстати, про тексты, да? Что сейчас является основой для написания текста все-таки? Вот какая-то, может быть, спонтанно родившаяся мысль, или это действительно отражение вот вашей идеи, да, идеи вот такого прославянского некого стиля? Это относительно нас. Относительно вашей группы. То есть, грубо говоря, что является вдохновением. Да. Вдохновением, ну, прежде всего, я думаю, что, ну, поскольку это проект больше мой, то есть, как бы я лидер и пишу большую часть музыки и текстов, то есть это, прежде всего, наверное, внутренний мир
то есть мысли о внутренних каких-то переживаниях, смешанные с какой-то такой скандинаво-славянской какой-то древней тематикой. Вот. То есть именно меня больше интересуют те времена. Можно примешать к этому немного фэнтезийности какой-то, вот, и в принципе вы получите то, что называется великорусом. Вот. То есть у нас там есть немного и славянщины, и какой-то такой северной нордической скандинавщины, и все в этом духе. А вдохновение, ну, прежде всего, ну, природа обычно бывает вдохновением. То есть появление, извините, где-то в лесу меня, да, ну, то есть когда я гуляю, очень много дает сил, очень много мыслей на этот счет. Также философские книги. Ну, в общем, меня интересует все, что уводит нас от политики, от социума, все в этом духе. Хотя многие группы тяжелые, наоборот, они вот этот социум все больше и больше о нем поют. То есть о политике, там, я не знаю, о каких-то любовь, морковь и все в этом духе. Но мне это вообще не интересно. То есть я создаю свой мир. Вот еще есть общепринятое мнение, что музыканты люди, скажем, далекие иногда от жизненных реалий, живущие в своем неком выдуманном виртуальном мире. Вы менеджер, вот вы как лидер группы. В смысле менеджер? То есть вы занимаетесь организацией концертов, да? Вы занимаетесь распорядком, скажем, репетиционным, вы планируете съемки. Или у вас есть люди, которые этим занимаются? Вы знаете, как показал... То есть вопрос фактически о структуре шоу-бизнеса в тяжелом роке Новосибирска-то. Как вот показывает опыт, то есть мы достаточно много ездим по России и СНГ, как показывает опыт, вот в этих странах, которые я сейчас сказал, Россия, СНГ, нету инфраструктуры, поэтому все держится исключительно на оптимизме и активности людей. То есть там вот если, например, есть в каком-то городе, допустим, там Воронеж, какая-то группа знаменитая, в ней обязательно есть лидер, который все делает. И музыку делает, и организация занимается всем. То есть, соответственно, я такой же. Я занимаюсь и творческой деятельностью, и организационной, и продюсерской, потому что у нас нету ни продюсеров, кто этим занимался. Никого нету. То есть, как я говорил, люди ждут продюсера. Ну что ждать? Ну сколько ты будешь ждать? До 50 лет будешь ждать? Но если хочешь сделать дело, делай сам. На самом деле, даже в 80-х годах в Америке также было, когда появились первые группы металлические, там, не знаю, Metallica, Anthrax, Megadeth, вот когда они появились тогда, они все делали сами, первоначально. Это потом появились люди, фанаты, которые помогали им продвигать. То есть, по сути, металлическая тусовка – это одна большая тусовка, вот именно. Люди там друг друга знают, тусуются, общаются, вот, как бы вот так должно быть. А сейчас вот, когда вылез так называемый мейнстрим, когда появились супер знаменитые группы, которые много зарабатывают, о них много ходят, все пошло ограничение. Вот это мы звезды, а вот это мы публика. Вот. Нам бы не хотелось бы вот так вот, чтобы было у нас. Ну что ж, Алексей, я желаю вам удачи. Огромное спасибо, что нашли время на беседу. Вам спасибо. У нас в гостях был Алексей Баганов, лидер группы «Великорус». Для всех рок-музыкантов Новосибирска я желаю, чтобы каждый, если не дождался своего продюсера, то работал и достигал всего, чего он только пожелает. До свидания.